Мой друг, Господь Бог твой среди тебя. Он Ярл водки Николаевич твоей, он Пейсти, силен ревностный спасти труженик тебя. на Ниве Божьей, известный радиопроповедник и основатель русского христианского радио. Его помнят многие поколения верующих, а передачи Ярла Пейсти и сейчас звучат на радиоволнах. 9 октября 2020 года исполнилось 100 лет со дня его рождения, и мы расскажем вам о жизни, служении и наследии Ярла Николаевича Пейсти. Ярл Николаевич родился на Дальнем Востоке России, в городе Никольск-Уссурийске, в семье миссионеров Николая Ивановича и Марты Ивановны в 1920 году. Николай Иванович был ревностным проповедником и пастором местной общины. В период с 1922 по 1935 год семья Пейсти живет в Маньчжурии, в городе Харбине. Отец Ярла ведет интенсивную работу по евангелизации русскоязычного населения Харбина, а также совершает миссионерские поездки в Финляндию, Латвию, Эстонию, Америку, рассказывая о нуждах русских верующих. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего Ты спасение. можешь сейчас, не отходя от своего приемника, принять его как своего личного спасителя. Ярл получил начальное образование в Финляндии, на 3 года выехав из Маньчжурии в шведской школе на родном шведском языке, а затем продолжил учебу в русской гимназии в Харбине. 7 января 1935 года, в праздник Рождества Христова, в возрасте 14 лет, Ярл обращается ко Христу в покаянии. «Я бросился на колени и со слезами просил Господа о прощении и спасении». Это был момент неописуемой радости. Сердце было исполнено любви к Богу и людям. Хотелось всех обнять. Я знал, что Господь меня простил, и теперь я Его. Одновременно с моим покаянием я почувствовал, что Бог призывает меня к проповеди Благой Вести для русского народа. Хотя мне было всего 14 лет, я уже тогда был уверен, что в свое время Господь осуществит это призвание. Через полгода семья Пейсти переезжает в США, где Ярл завершает школьное образование и поступает в Национальный библейский институт, который он окончил в 1943 году. В это же время, в 1943 году, Ярл рукополагает на пасторское служение в небольшую шведскую церковь в городе Арлингтон, штат Нью-Джерси, где он прослужит 3 года. Совершая служение людям и учебу, Ярл Николаевич оканчивает Нью-Йоркский университет в 1947 году. Так началась долгая и плодотворная жизнь Божьего служителя. Лучшего единомышленника было не найти. Отец и сын Николай Иванович и Ярл Николаевич вместе трудятся в русско-восточно-европейской миссии, выпускают журнал «Путь веры», который начал выходить в 1931 году, и другую духовную литературу на русском языке. Проповедуют на улицах Нью-Йорка. 1946 год стал для них знаменательным. Впервые они начали вести евангельские радиопрограммы на коротких волнах и на русском языке для России через станцию «Голос Анд», Кито, Эквадор. С июня по октябрь 1947 года Николай Иванович и Ярл совершают большую евангельскую поездку по Европе, посещают 9 стран, проповедуют Евангелие во многих церквах и встречаются с русскими эмигрантами, рассеянными после войны. Также они встречаются с княгиней Софьей Павловной Ливен и сестрами Пашковыми, жившими в Париже. Где бы ни находился Николай Пейсти, его мысли были о том, как привести миллионы русских ко Христу. Русский народ был моим особым видением. Я видел его как македонянина, который часто останавливался передо мной. Всегда, когда он останавливался передо мной, я слышал его вопль: «Приди и помоги нам». В ноябре 1947 года Николай Иванович отошел к Господу. Но жертвенное
и искренняя любовь Николая Пеисти ко Христу и к России передалась всей семье. Ярл Николаевич возглавил и продолжил дело, начатое его отцом. В 1948 году по делу служения Ярл Николаевич встречается с братьями Водневскими, Галустьяном и Рогозиным. В мае 1949 года Ярл вступает в брак с Пирко Суомала из Финляндии, приехавшей учиться в Библейский институт в Нью-Йорке. Пирко стала его верной спутницей и близкой помощницей в их миссионерской работе для русских. В их семье родились 10 детей, 6 сыновей и 4 дочери. Последующие годы Ярл Николаевич много ездит по странам Восточной и Западной Европы, Южной Америки, проповедуя Евангелие. Вся его жизнь – неустанная проповедь Евангелия. В своей христианской работе он всегда придерживается принципа сотрудничества со всеми детьми Божьими, какой бы деноминации они ни принадлежали. С 1953 по 1957 год Ярл Николаевич является пастором в Bethel Baptist Church, Пасадена, Калифорния. В это время произошла интересная встреча с братьями Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов из Москвы, которые посетили вдову Николая Ивановича Пеисти в ее квартире в Нью-Йорке. С 1957 по май 1960 года Ярл Николаевич Пеисти присоединился к миссии The Gospel Furtherance Society – Общество содействия Евангелию, и переехал со всей семьей в город Бухен, Германия, где работал с детьми беженцев вместе со своим братом Даниилом. Ярл принимает активное участие в работе среди славянских церквей Польши, Финляндии, Чехословакии. В то же время Ярл Николаевич готовил радиопередачи для русской молодежи, которые еженедельно транслировались с 5 коротковолновых радиостанций – Манила, Инчхон, Лиссабон, Голос Ант, Кито и Аляска. Вещание этих радиостанций покрывало почти всю территорию СССР с разных сторон. Страна, где родился Ярл Николаевич, всегда оставалась в фокусе его внимания. В 1961, 1962 и в 1964 годах Ярл Николаевич совершает поездки в Советский Союз, в результате которых было решено создать радиопрограмму «Слово жизни» для русской молодежи. В течение 7 последующих лет семья Пеисти живет в Монте-Карло, где Ярл Николаевич работает в русском отделе Трансмирового радио. Он отдает все свои силы служению русского евангельского радиовещания. Пирко Пеисти активно помогает ему, участвует в составлении программ миссионерских новостей и координирует молитвенную программу. Она стала организатором молитвенной цепи церквей по всему миру. Ежемесячные молитвенные письма распространялись на многих языках. В них звучали просьбы о пасторах, христианских служителях, простых верующих из самых отдаленных и забытых деревень огромного Советского Союза. В эти же годы христианские передачи с горы Кормил ведет Владимир Марцинковский. Ярл Николаевич переписывается с ним и посещает его в Израиле. В 70-х годах семья Ярла Николаевича живет в Австрии, чтобы быть ближе к СССР, где в то время усилилось гонение на христиан. К ним приезжает недавно эмигрировавшая в Германию русская молодежь, участвует в радиопрограммах, исполняя гимны и песни. По-прежнему готовятся и транслируются 12 радиостанциями передачи, которые звучат в эфире по 25 часов в неделю. С 1977 по 1983 год семья Пеисти живет и работает в Швеции. Вместе со многими христианскими организациями Ярл Николаевич участвует в молитвенной программе «За Советский Союз», молится за каждую область, город и поселки. В 1983 году семья Пеисти возвращается в США, в Колорадо. Они строят радиостудию в небольшом высокогорном городке Эстес-Парке. С
1988 года Ярл Николаевич вместе с женой Пирко и некоторыми из своих детей посещает страны СНГ. Евангелизационные служения совершались от Прибалтики до Камчатки. Более чем в 100 городах сотни слушателей обратились к Иисусу Христу с покаянием. Да, когда-то мы, проповедуя через радио, только мечтали, может быть, когда-нибудь, будет ли это, что мы встретимся с нашими дорогими друзьями. Это был ответ на молитву. Ярл воочию смог увидеть, что совершил Бог в эти годы одинокого служения перед микрофоном. Он лично встречался с тысячами людей, которых раньше мог видеть в своем сердце только перед микрофоном. По милости Божьей, Ярл Николаевич смог лично увидеть и ощутить плоды верного служения своему Спасителю. В 1991 году была организована радиостудия в Москве. Старший сын Ярла Пейсти Джон вместе со своей семьей переехал в Россию, чтобы возглавить служение русского христианского радио на территории СНГ. Радиопрограммы русского христианского радио начали транслироваться по сети Центрального радио на Радио 1, Маяк, Юность и на многих региональных, областных и местных радиостанциях. В мае 1994 года Пирко Пейсти заболела и отошла к Господу. Она была верной спутницей и близкой помощницей мужа в их миссионерской работе для русских. В память о ней Ярл Николаевич особое внимание уделяет посещению тюрем и лагерей. Господь посылает Ярлу Николаевичу новую спутницу, и 21 октября 1995 года он женится на Наталье Макаренко из России, уроженке Казахстана, которая активно помогает ему в служении и будет рядом с ним до конца его жизни. Наталья и сейчас продолжает участвовать в служении русского христианского радио. Последние годы жизни Ярл Пейсти провел в Эстес-парке и в марте 2010 года мирно отошел к Господу. Он был похоронен рядом со своей первой женой Пирко в городе Болдер, штат Колорадо. 100 лет назад Господь подарил сына молодой миссионерской паре. Бог взрастил, спас, искупил это дитя и сделал его верным служителем для своего царства. И сегодня по своей безмерной благодати и милости Бог воздвигает своих сыновей и дочерей и зовет их продолжать это служение. Сейчас мой старший сын, Ярл Николаевич Пейсти, скажет нам слово на тему о 3 явлениях Христа. Я бы советовал молодым людям, стоящим или сидящим сейчас у радиоприемников, прислушаться, так как Ярл Николаевич сравнительно молодой человек, ему всего 27 лет. Господь благословит тебя, Ярл. Для нашей проповеди я хочу прочесть сегодня из 9 главы послания к евреям, начиная с 24 стиха. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо».